Всем привет! В сегодняшнем видео покажу один из вариантов брусовки кожи вручную. Само понятие брусовки или же шлифования, или еще говорят спуск края кожи, это равномерное снятие слоя кожи вот по краю на наших деталях. То есть снятие идет под углом. Можно увидеть, это, допустим, на этой детали ничего не снималось, а здесь уже утоншение было сделано. То есть выглядит оно примерно таким вот образом. Брусуют детали в основном для того, чтобы после склейки не возникал вот этот огромный такой толстый торец. Это в принципе влияет и на саму обработку торцов, и на конечный вид изделия. То есть с тонкими торцами изделие выглядит более привлекательно. Но это не единственное применение. Брусовку используют еще для того, чтобы вот подворачивать там кожу. То есть все зависит от технологии сборки наших изделий, и брусовка применяется во многих случаях. Для этого существуют специальные брусовочные машины, которые снимают край кожи механическим способом, и это намного облегчает жизнь мастерам. Но у кого таких машин нету, те работают с ножами. У меня есть несколько ножей, которыми я работаю. Вот этот тут, он более универсальный, я им в принципе делаю все. И расскажу немножко о том, на что обратить внимание при выборе ножа именно для брусовки. Первое, это должна быть односторонняя заточка. Вот, то есть нож затачивается только с одной стороны. Что касается стали, это вам нужно проконсультироваться у мастера, который будет изготавливать нож, или у которого вы покупаете нож. То есть не всегда самая там дорогая какая-то сталь, она будет, к примеру, выполнять работу лучше, чем более бюджетная. То есть здесь нужно ставить определенные задачи и брать сталь, подходящую именно по характеристикам. Сама форма лезвия может отличаться. Вот у меня есть два таких варианта. Еще есть вот такой вот с небольшим радиусом. Есть полумесяцы, есть топорики, которыми люди брусуют. То есть форма, в принципе, она имеет значение, я потом объясню в каком случае. Но в основном, если у вас есть хороший нож и вы его умеете правильно заточить до очень острого состояния, то работать можно, в принципе, приспособиться любым. Нож, конечно же, должен быть очень острый, хорошо держать заточку. Сама рукоять у этих ножей должна быть максимально тонкой. У меня этот универсальный, поэтому с обратной стороны, именно с рабочей стороны, сделали такой вот срез. На что это влияет? Чем меньше вот здесь мы можем выдержать угол между лезвием и нашей заготовкой, тем тоньше можем работать и более деликатно снимать минимальный слой кожи, то есть дорабатывать можно. Чем, конечно же, толще, тем больше угол, и эта работа получается вот такая, более грубая. Брусовать кожу рекомендуют на природном камне или же стекле. У меня есть такая вот плита, толщина ее 2 сантиметра. В принципе, лучше, конечно, и желательно, чтобы была плита потолще, но это все, что я смог дотащить домой своими силами. Перед брусовкой нож лучше поправить, так, чтобы он был максимально острый. По заточке и правке, наверное, запишу отдельное видео. Работаю в основном этим ножом. Он у меня получается сейчас такой самый универсальный вариант. С чего обычно начинаю? Да, сразу скажу, что брусую я с недавнего времени, когда появился соответствующий подходящий инструмент. Поэтому, если будут какие-то рекомендации, пишите в комментариях. Всегда рад получить какой-то совет. Начинаю с того, что на детали делаю линию, вот разметку, от которой начинается спуск кожи. Дальше по этой линии таким вот образом вот здесь сразу он срезал. Вот. То есть несколько заходов обычно происходит брусовка.
Давайте еще раз сделаем. Допустим, если нужно больше линию получить, то есть, к примеру, там здесь 6 миллиметров я только что срезал, допустим, нужно там сантиметр или 1,5 срезать, это происходит тоже вот так вот в несколько заходов, то есть сначала снимаем тоньше, потом расширяем. Ну и сейчас это как бы самый такой простой вариант, то есть большая заготовка. Большая заготовка, удобно ее держать. Есть, допустим, вот тренчики, к примеру, которые нужно сделать вот так, не тык в стык, а наложить друг на друга, и чтобы было все в один уровень. Сейчас быстренько покажу. Вот для таких именно вещей мне удобней не этот нож, потому что вот надо здесь держать, да, и здесь вот надо как-то умудряться еще выдержать этот угол. То есть нож ложится на пальцы, это неудобно. Если, допустим, тренчик короткий. То есть для таких случаев у меня есть вот этот нож. Им работать удобней именно с тонкими деталями. Из-за того, что вот этот угол мы выносим нож как бы за пределы нашей детали, заготовки. И здесь я делаю вот таким вот образом. То есть я не вот так вот срезаю, а именно напираю вот так вот. То есть приловчился, и мне так удобно. То есть делаем эти срезы. И после того, как уже с обеих сторон они сделаны, вот здесь склеиваем, потом сшиваем или, допустим, собираем на хольнитен, и у нас все получается как бы в один уровень. Вот еще, допустим, ременная кожа. Здесь толщина больше 3 миллиметров. Тоже делаем такую разметку. Сложности возникают с брусовкой, когда деталь, она получается какой-то нестандартной формы, там углы какие-то есть, там приходится поизворачиваться, покрутиться. Или, к примеру, вот здесь вот краюшек, который изначально мы не можем срезать, его тогда тоже надо как-то вот уходить. Ну вот, собственно, 3 миллиметра там превратились в 1, потом можно еще здесь, допустим, снимать, чтобы прям в 0 заготовка была, толщина кожи уходила. Вот. Чем острее нож, тем как бы легче вот и качественнее проделывать такую работу. Так, показывал еще вам вот такой вот ножик у меня есть. Зачем использую его, в каких именно случаях? Бывает такое, что на детали нужно снять слой кожи вот на более таком большом участке. И теми ножами это делать не так удобно, а здесь за счет этого радиуса нож нигде не цепляется, и можно вот такими вот движениями срезать эту кожу. Ну вот, то есть мы можем таким образом, ну, к примеру, когда нужно обтянуть нам кнопку и сделать кнопку в цвет изделия из той же кожи, к примеру, которая толстая выходит, и нам нужно вот так вот истончить кожу для обтяжки кнопки, то вот этим ножом это будет сделать намного удобнее. На этом все. Надеюсь, ничего не упустил.
будут появляться какие-то вопросы или же рекомендации, пишите в комментариях. Если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь и спасибо за просмотр.